Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на февраль 2026 года. Друзья, присаживайтесь поудобнее, будем планировать этот интенсивный период нашего времени, и как он сложится, будет зависеть по большей части от нас, потому что февраль месяц непростой. У нас с вами полнолуние 1 февраля, у нас с вами все находится в Водолее, это знак, который устремлен в будущем, но при всем при этом это сложность жить настоящим. Мы думаем, что будущее уже где-то здесь близко, но ради него нужно, чтобы сложилось очень много событий, и сделать нам это нужно будет, к сожалению, самим. Да? Нету волшебника в голубом вертолете. Плюсом у нас разворот Урана еще, и он спокойненько пойдет из Тельца в знак Близнецы, но это лишь случится 26 апреля 2026 года, да, но тем не менее, у нас Сатурн меняет знак, переходит в знак Овна. Благоприятная история будет складываться для близнецов, но это уже вторая половина февраля. И, конечно же, коридор затмений с ретроградным Меркурием. Все это нас ждет во второй половине февраля, поэтому месяц у нас непростой. Очень много именно эмоциональных событий, поэтому я все-таки за то, чтобы мы справились, за то, чтобы мы обрели свободу, в том числе финансовую, по большей части финансовую, потому что это дает на самом-то деле большой полет для решения проблем, такое большое мощное движение. Как говорится, с финансами все становится гораздо проще, поэтому здесь, конечно, дорогие близнецы, не могу сказать, что все то, что происходило с вами за последние 1,5-2 года, и если вы вспомните последние коридоры затмений, это сентябрь 2025, март 2025 и сентябрь-октябрь 2024. То есть все, что происходило с вами в эти периоды времени, как раз-таки сейчас вот идет такая финальная петля, и вот февраль, и если мы не закончим эти дела в феврале, они передвинутся еще и на март. Поэтому все зависит от ваших сил. Сейчас буду рассказывать гороскоп для каждой декады, потому что для каждой декады он будет отличаться. Ну вот так, не потому что я кого-то люблю больше, кого-то меньше. Просто длина аспекта, видите, на астропроцессоре, длина каждого аспекта имеет определенную силу, и просто не дотягиваются некоторые планеты до вас, значит, они придут чуточку позже, и это нормально. Запаситесь терпением. И да, гороскоп можно смотреть как по Солнцу, так и по асценденту. Если вы смотрите по Солнцу, то близнецы первой декады, все те, кто родился в мае, близнецы второй декады, если вы родились с 1 по 10 июня, близнецы третьей декады, если вы родились с 11 июня до знака зодиака Рак. Если вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов знака Близнецы делите на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20, это вторая декада. И если с 21 по 30, то это третья декада Близнецов по асценденту. Ну что, дорогие, поехали. Февраль открывает полнолуние. Собственно, вот здесь у меня на астропроцессоре 1 февраля полнолуние во Льве. Как будет влиять на близнецов? На самом-то деле для близнецов это будет такой толчок к развитию, к росту, к движению, стремлению в будущее, стремление к своей лучшей жизни, которую вы хотите. Если, конечно, за последние 1,5-2 года вы не устали, как, например, близнецы третьей декады, и я могу охотно верить, что вы устали, и скоро эта история закончится вот в феврале. Да, конечно, было бы хорошо ее оставить в феврале и март уже начать с новыми историями, да. Но опять же, а, полнолуние 1 февраля во Льве, ось Льва в Водолее, я, мое эго, мой характер, моя самооценка и мое будущее. Как я хочу двигаться вперед и вообще хочу ли я двигаться вперед. Хороший день для того, чтобы понять, что же мы на самом-то деле хотим для того, чтобы жить дальше, развиваться дальше, чего же нам не хватает, а вообще живем ли мы той жизнью, которой мы хотим жить. Потому что большинство на самом-то деле сейчас живут не ту жизнь, которую они хотят, не ту жизнь, на которую они рассчитывали и планировали, тогда пишите себе максимально четкий план. И, между прочим, Сатурн, который 14 февраля перейдет в знак Овна, будет делать потрясающий гармоничный аспект к близнецам в ближайшие 2 года. Все, что касается Сатурна, это движение вперед в социальном плане, карьера, рост и потрясающее время искать работу. Это
и изменение своего социального статуса в плане имущественного, в том числе приобретение, продажа, покупка недвижимости. Если вы что-то продаете, обязательно что-то покупайте. Для себя что-то очень важное, что повышает ваш статус, да, благодаря чему вы растете в обществе в том числе. Здесь новая должность на работе, повышение, здесь точно так же изменение социального статуса. Это семья, когда мы хотим обзавестись семьей, это брак, обязательно официальная форма создания семьи. Вот такая история. Сатурн дает очень много таких основательных проектов, через которые обязательно придут деньги. То есть количество вложенных сил будет вот принесет те плоды, на которые вы не просто рассчитывали, а силы, которые вы вложили. Поэтому, дорогие близнецы, понимайте, что февраль, конечно же, потрясет, но, тем не менее, эта встряска нужна для того, чтобы, во-первых, проснуться, во-вторых, чтобы очиститься от той мишуры и иллюзий, которые были с вами. Вот у близнецов третья декада заканчивается как раз в январе. Вот эта история с иллюзиями, которые вы себе в жизни нарисовали, полное разрушение иллюзий, потому что заканчивает свой проход как раз-таки Нептун по рыбам, и все розовые очки спадают. Поэтому здесь розовые очки спадают. Можно сказать, у кого-то вот такие сложные истории были завершающие. Но опять же, Нептун идет в знак Овна, а значит будут и гармоничные, приятные, теплые и радостные события у близнецов, пока Нептун будет идти по Овну. Но Нептун будет идти гораздо дольше, чем Сатурн. Поэтому с Сатурном, если у вас основательные четкие движения вперед в плане финансов, да, эта история очень хорошо будет складываться. Но вернусь к началу февраля. Начало февраля у нас вообще максимально нестабильное, потому что у нас, во-первых, на момент полнолуния и Меркурий, и Венера, и Солнце, и Марс в Водолее. Это, конечно же, это такая воздушная стихия для близнецов. Очень хорошо, очень понятно, и вроде бы аспекты складываются гармоничные, да. Но, опять же, это всего лишь на неделю меньше, и уже совсем даже ваш управитель перейдет в знак рыбы. Это такое положение, когда начинаешь волноваться, бояться. Поэтому здесь оптимизм лучше конвертируйте в свое развитие в будущее для того, чтобы четко понимать, что же у вас сейчас есть. И вы понимаете, что если у вас в январе или в декабре 2025 года складывались какие-то непростые истории с финансами, то их однозначно нужно разрешить, потому что вопросики лягут на февраль или же на март. И все будет зависеть от вашей скорости. Да, дорогие близнецы, еще ваш управитель Меркурий с 26 февраля по 20 марта будет в ретроградном движении. То есть ваш управитель будет идти очень долго по знаку рыбы. Это квадратура фактически к вашему Солнцу. То есть здесь основной момент, по которому у вас может не получиться реализовать все ваши планы, если вы перестанете говорить, делать, договариваться, да, то есть решать вопросы путем коммуникации, то есть путем проявления вашего основного солнечного знака, то есть качество вашего солнечного знака – это коммуникация, знание, интеллект, умение договориться, умение найти общий язык там, где другие не могут. То есть это основные базовые функции Солнца в близнецах. И если вы скажете мне, что а я вот живу по асценденту и по Луне, очень плохо, я вам так сейчас скажу, и скажет, непрофессионально астрологу говорить плохо или хорошо. Но если у вас не развита коммуникация, и вы не можете со всеми договориться, ну, значит, ваше Солнце не работает и нет вот этих мощных сил, которые пробивают стену и все препятствия в вашей жизни. Поэтому начните скорее говорить, договариваться, решать вопросы и проблемы, и тогда их в вашей жизни очень быстро станет мало. Или они вообще от вас уйдут. Вот такая история. Начало февраля у нас такое яркое, здесь главное не уйти в такой максимальный уровень свободы, не хлопнуть дверью, не сказать «я устал, я ухожу». Мне ваша ответственность не нужна, потому что очень захочется вот так вот в легкости. Сейчас же это все модно и популярно в легкости. Поэтому здесь будьте, дорогие, аккуратны с этой легкостью. Все-таки свобода больше всего ценится финансовой. Все остальное, если у вас есть вся остальная свобода, но нет финансовой, это вообще, в принципе, по жизни неинтересно. То есть нету приземления никакого, да, и идем дальше. 4 февраля у нас разворачивается Уран, здесь могут остановиться все новые проекты, движение в будущее. Будет казаться такая вообще первая неделя февраля, она такая, знаете, останавливающая нас, да, здесь нужно трезво, взросло подумать, чего же нам на самом-то деле хочется.
Почему? Потому что следом у нас идет даже ваш управитель Меркурий в квадратуре с Ураном. Собственно, на момент разворота Урана все то, что я вам говорила, да, захочется бросить все и уйти. Опять же, посмотрите, что у вас есть в жизни. Возможно, уходить и не нужно, потому что основная такая история – это посмотреть, что останется после. Если это работа, которая давно перестала приносить деньги, конечно же, ее нужно менять. Конечно же, ее нужно менять, но будет страшно идти в новое, потому что вы видите, Меркурий здесь в напряженном аспекте с Ураном, с напряженным аспектом Урана. И это всегда, когда мы, если и идем в новое, то нам страшно. Дорогие, всем страшно. Просто соберитесь и сделайте, и не бойтесь. По большей части будет страшно близнецам третьей декады, потому что у вас вот такая история. Еще и Сатурн здесь делает финальные аккорды, можно сказать. И послевкусие этого аспекта всегда... Аспект, может, даже случился 2 недели назад, он закончился, но настроение нас еще до сих пор не отпускает. Вот такая специфика. Поэтому здесь, дорогие близнецы третьей декады, будьте, конечно же, аккуратнее, осторожнее с уровнем свободы, да, что же вам все-таки захочется. Близнецы второй декады. У вас вообще, дорогие, закончился вот такой проход кармических узлов. В январе он закончился. Кармических узлов как раз-таки по второй декаде Солнца Близнецов. И возникнет такое большое мощное желание, что же вы хотите делать, ну, когда вырастете, когда перемолите все эти трудности, которые есть сейчас в вашей жизни. Или же наоборот, у вас ничего нет, но вы просто стоите на месте и не знаете, что же делать. Потеряли себя очень долгое время, работали на какой-то работе и уже просто позабыли, каково это по-новому жить. Потеряли себя в декрете, потеряли себя в браке, в отношениях. И причем это может быть и мужчинам, и к женщинам. Очень часто партнеры в браке сливаются и забывают то, что когда-то они были классные, яркие, интересные, они жили своей жизнью. Это и про мужчин, и про женщин, опять же. Вспомните здесь себя. На самом-то деле начало февраля, и как раз-таки про это, вспомнить себя. И, понимаете, ловушка заключается в том, что многие думают, что мне для того, чтобы вернуть себя, нужно там развестись, уйти из этих отношений. Уйти из отношений в этом феврале будет максимально просто. Я вот вам сразу сейчас это могу сказать. Будет максимально просто и легко уйти из отношений. Но вернуться будет сложно. Поэтому зачем вам эти эмоциональные качели, которые будут обязательно в коридор затмений? Понимаете, я вот уже сразу говорю, что они будут. У нас Меркурий переходит вот буквально 6-7 февраля в знак рыбы и начинаются качели. Начинаются качели у близнецов, а когда Меркурий в рыбах, это у нас либо такое воодушевленное начало, нам как-то хочется, мы на позитиве, но потом другая сторона, когда нет вот этих моментов подпитки движения вперед, да, эта история всегда приходит нас, либо нам жалко становится, либо мы уходим в депрессивное состояние, ничего не хочется, лень, апатия. То есть здесь кто на что гораздо, у кого насколько есть сила и выносливость заглянуть в свои страхи. Потому что Меркурий в рыбах будет долгое время находиться и еще и в апреле задержится. То есть он 20 марта выйдет из ретроградного движения и пойдет обратно по рыбам, и только в апреле окажется в знаке Овна в благоприятной позиции для близнецов. Поэтому смотрите, дорогие близнецы, и первой, и второй, и третьей декады, если вы будете что-то в отношениях менять кардинально, насколько может быть потрачено ваше время, которое вы, возможно, не планировали тратить на выяснение отношений, депрессивное состояние, и вы вообще не думали, что как-то вам станет сложно от расставания, вам казалось, что оно так все пройдет легко и оптимистично, а на деле может до апреля дойти до апреля. Понимаете, о чем я говорю? Идем дальше. А, Не жестите в отношениях, захочется очень сильно. Но опять же, про страхи говорила, потому что Меркурий еще будет вот 7-10 февраля в квадратуре с Лилит. Это всегда наши максимальные страхи. Даже не просто канал рыб, здесь еще и квадратура с Лилит, которая будет все-таки размывать нашу реальность, иллюзии, желания и, конечно же, наши максимальные страхи. Страхи одиночества, страх, опять же, что мы можем не добиться того, чего мы хотим, потому что Лилит-то по Стрельцу идет. И здесь будет такая большая качель у нас. Нам казалось, что нас в любви любят, в отношениях, да, в любви любят. В отношениях нас любят, мы ждем эту любовь от второй половинки, от партнера, но на деле получается, что мы должны научиться любить себя сами. И тогда
и партнер подтянется, да, неважно, мужчина это или женщина, это такая, знаете, история базовая. Но у мужчин, как правило, с любовью к себе всегда попроще, потому что большинство мужчин живет по Солнцу, большинство мужчин живет по Солнцу, а у Солнца встроенный такой импульс – это моя гордость и гордыня. Поэтому на самом-то деле полнолуние во Льве – это всегда такое самое горделивое полнолуние, которое всегда случается в феврале, если вы заметили, когда хочется вот так все бросить, все и сказать, да я вообще самый классный, я вообще самая классная, да. Но у женщин этой опции нет. Очень часто женщины сливаются в отношениях. То есть смотрите, дорогие, как у вас. Вы меня спросите сейчас про покупки. До того, как говорить про коридор затмений, да, вы сейчас спросите меня про покупки, про вложения, про интересные истории. Дорогие, не могу вам сказать про очень потрясающие классные покупки в феврале. Не могу, не могу. Не могу вам пообещать, что у вас обязательно все получится и будет оно потрясающе. Может получиться только у близнецов третьей декады. Да, вы мне сейчас скажете как, потому что здесь Сатурн делает вот прям финальный прогон в последних градусах рыб. И здесь на напряженном аспекте Сатурна близнецы третьей декады могут что-то купить. Недвижимость, например. Могут купить. Скажете, да разве бывает? Бывает. То есть, когда человек очень долго-долго-долго к чему-то шел и не получалось, и вот просто на финальной петле, уже на последних силах, просто вкладывая все деньги, приобретает свою недвижимость. После этого, конечно, еще полмесяца выдыхает, оформляет там какие-то документы, но, тем не менее, это процесс достаточно долгий, но уже, как говорится, столько времени на этом потрачено. Либо же что-то продать, то есть долго не могли что-то продать, хорошо продавайте близнецы третьей декады, вот в первой половине февраля хорошо. Вообще, если вы хотите меня спросить, когда можно покупать, этот гороскоп выйдет за неделю до февраля, то есть последняя неделя января, хорошая неделя для покупок. Любые инструменты, покупки, одежда, пока еще вот оно все только там находится рядом с Козерогом, хорошая история, хорошая. Как только ближе уходит Водолею и распадается, история уже по-другому. Потому что еще вот 23, 24, 25 января все и Венера, и Меркурий, они будут в потрясающем аспекте и с Сатурном, и с Ураном. Приобретение недвижимости, приобретение автомобиля. Очень хорошие аспекты будут складываться через управителя. Сейчас всем близнецам говорю. А далее энергия идет рассеянная. Вот вы видите сами, вот оно все здесь размазано по Водолею. И нет гармоничного аспекта с Сатурном, только если через напряжение. Да? Поэтому вот такая история. Близнецы первой декады тоже, в принципе, можете приобретать. У вас вообще большие мощные сделки есть на этот февраль. Вам двигаться только нужно вперед. И поверьте, вы почувствуете, когда Сатурн зайдет в знак Овна, это будет очень сильно и очень мощно. Поэтому да, идем дальше. 14 февраля Сатурн меняет знак. Он переходит в знак Овна, и начинается двухгодичный такой период для близнецов, благоприятный к приобретению недвижимости, повышение своего социального статуса, наконец-таки получение прибыли и плюшек, тех, которые вы планировали вообще от своей жизни. Вкладывайте свои силы, включайтесь максимально в свою жизнь, и будет у вас все хорошо складываться. Не обещаю все сразу и вот прям всем сейчас по квартире, потому что, дорогие, у нас взрослый мир, все-таки позитивные гороскопы вот какие-то ради охватов, они вот где-то вот не у меня здесь, понимаете? Поэтому если у вас еще, конечно, свой собственный вопрос, и вы прекрасно понимаете, там вышли на сделку, так делайте ее, совершайте. Зачем вам уже мой вот этот ответ, потому что вы и так у меня все знаете. Вас, конечно же, будут одолевать страхи, потому что до сентября 2026 года Лилит у нас идет по знаку Стрельца. Это оппозиция к Солнцу Близнецов. Максимально, чтобы вам было страшно, не идти вперед. Пробивайте эти страхи четко, трезво стойте на ногах, зрело, по-взрослому стойте на ногах и двигайтесь вперед. Вообще никак нельзя стоять на месте. 2026 год – это год ускорения, когда у близнецов должно пойти все, как вы хотите, понимаете? И если да, вы не смотрели гороскоп на 2026 год, в конце этого видео я его прикреплю. И мы движемся дальше. 17 февраля у нас включается коридор затмений. Это новолуние в Водолее. Новолуние в Водолее. Это, естественно, полнолуние. Это новолуние, это солнечное затмение. Лунное затмение, либо же полнолуние у нас будет 3 марта завершать коридор затмений. И поверьте, завершать коридор затмений мы не будем оптимистичным водолеем, которому хочется двигаться вперед, да? Мы будем завершать его полнолунием в Деве. Дева – максимально приземленный знак, совершенно другая грань близнецов.
То есть если близнецы, у вас один управитель с Девой, вы легкий, воздушный, коммуникабельный, сегодня здесь, завтра там, и быстро все двигаетесь, передвигаетесь, то Дева – это тот знак зодиака, который 7 раз отмеряет и только один раз режет, понимаете, да? То есть вот здесь вот 3 марта нас всех догонит такая максимальная честность. Я не могу сказать, что этот коридор затмений будет сложным, тяжелым, ужасным. Для близнецов это будет такое, знаете, либо иллюзорное восприятие жизни, либо это будет желание ничего не поделать, как-то ждать обстоятельства, да. Но, во-первых, у близнецов третьей декады вообще нельзя это делать. То есть вы завершаете все свои дела, старые, прошлые, которые тянут на дно. Закрываете свои долги, потому что кроме вас никто их, волшебная фея не придет, их не закроет. Вы же это сами прекрасно понимаете. Если вы продаете, покупаете недвижимость, делайте. Вы можете это и в коридор затмения сделать, потому что я говорила про эффект аспекта Сатурна, да, то есть он перешел 14 февраля, но еще на февраль остается послевкусие, когда можно все-таки выйти на сделку и завершить то дело, которое вы давно хотели, связано с Сатурном. Найти новую работу тоже точно та же история. Выйти из деструктивных отношений, отношений, которые разрушают, постарайтесь максимально приземленно и честно, максимально красиво. Потому что если повести себя некрасиво, потом будет такая история, знаете, она всегда такой не очень-то приятной кармой и на напряженном аспекте Сатурна приходит. Вот. С такой большой потерей денег. Неприятная история. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот. Близнецы второй декады, у вас история в этот коридор затмений максимально договариваться. Коммуникации, движение вперед, рост развития, потому что по факту на начало коридора затмений и Венера, и Меркурий, они будут во второй декаде рыб, то есть вторая декада близнецов будет максимально к этой истории, я бы так сказала, способна. Но, опять же, здесь история с финансами легко можете потянуть. Видите, очень гармоничный аспект Юпитера, потрясающий аспект Меркурия с Юпитера. То есть все, что связано с Юпитером, это развитие. Развитие в социальном статусе, расширение своей семьи, потому что Юпитер сейчас идет по раку. Это история учебы, поездок, командировок. Тоже будет складываться хорошо, если вам это нужно для работы, делайте, дерзайте. У нас коридор затмений на растущем лунном цикле. Я никому из вас не скажу, что вам нужно сидеть и ждать, пока закончится этот сложный период. Этот коридор затмений для того, чтобы максимально стартануть. Конечно, я понимаю, что все мы устали, зима непростая, февраль тоже будет непростым, но здесь нужно сделать свой максимальный скачок вперед для того, чтобы в марте, ну, как минимум, проблем было меньше, для того, чтобы в марте жить лучше, чем в феврале. И эта история, надеюсь, объективно максимально понятна, да? У близнецов второй декады это история с финансами, история в отношениях. Не надо близнецам второй декады в начале февраля чудить в отношениях. И если где-то у вас в январе случилась история, что вам захотелось выставить кого-то за дверь или самому или самой собрать вещи, то здесь, конечно же, в коридор затмений вы скажете, как-то я вот передумал или передумала. И это нормально сказать об этом, во-первых. Период ретроградного Меркурия начинается с 26 февраля по 20 марта. Для чего вообще нам нужен период ретроградного Меркурия? Для того, чтобы нам наконец-таки понять, что в этот период нужно максимально договориться, максимально не молчать. Но большинство людей, ну, потому что в интернете же говорят, в этот период не надо косячить, в этот период нужно наоборот максимально проверять документы, искать косяки других людей, да, ошибки. Максимально нужно говорить, разговаривать, а вдруг вас неправильно поняли. И в отношениях точно так же. И скажу вам, что период ретроградного Меркурия, он будет в соединении с Венерой. Истории с финансами. У близнецов второй декады улучшит свою жизнь качественно, потрясающе, очень хорошо. У близнецов третья декада, эта история тоже будет очень хорошо работать. Тоже будет хорошо работать, потому что по факту ретроградный Меркурий пойдет еще до 26 февраля-то в директном положении. Только потом развернется. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому договаривайтесь на сделках, близнецы третьей декады. Договаривайтесь в жизни, в работе, со своими вторыми половинками тоже. Близнецы первой декады. Сейчас скажете, Женя, ты про нас вообще не говоришь. Дорогие, у вас кармические вопросики, и то, как вы стартанете, будет зависеть от вас. Северный кармический узел находится в соединении с Венерой. Это напряженный аспект к вашему Солнцу. Плюсом очень потрясающий гармоничный аспект Плутона к вашему Солнцу, близнецы первой декады. Плюсом Нептун и Сатурн уже на момент коридора затмений тоже делают гармоничный аспект близнецам, Солнцу. Но Солнце близнецов первой декады о чем это? Это о том, что нужно взять всю свою силу и мощь, все то, что вы ждали какое-то большое количество времени, и начать это делать в этом феврале. Начнете вы это делать 1 февраля,
Потрясающе. Начнете вы делать это 15, 17 или 20 февраля? Отлично. Но начинайте делать. Потому что если вы начнете это в феврале или даже сейчас, в январе, в последней неделе января, когда выйдет это видео, то вы уже придете на момент коридора затмения совершенно другим человеком, а там составите себе мощный план по заработку больших денег, да, большие финансовые сделки, да, построение своего бизнеса, да. Строить бизнес получится у близнецов первой декады просто потрясающе. Вообще просто очень классно. Плутон идет по Водолею для того, чтобы вы, близнецы первой декады, ощутили свою силу, мощь, начали вкладываться в большие какие-то мощные проекты, вкладывать свои силы, мотивацию. И здесь вообще история не про то, чтобы расслабляться. Поэтому, дорогие мои близнецы, первой, второй, третьей декады, у каждого из вас, конечно, истории свои, они разные. Есть то, что работает у всех, и это на самом-то деле очень много аспектов на этот февраль. Но опять же, если вы вообще ничего не делаете, никуда не идете, не стремитесь и ради там развлечения смотрите гороскопы, тогда, наверное, мой канал это не тот канал, которому нужно смотреть, потому что я все-таки для тех людей, кто стремится максимально свое время контролирую для того, чтобы спланировать будущее, да, потому что если ничего не делать, то можно гороскоп и не смотреть, вот такой рабочий, оно и не случится. Если вы заряжены на действие, делайте. Потому что март обещает быть сложнее. Март обещает быть сложнее. Он будет нашим таким продолжением февраля. Но только в феврале у нас еще будет очень множество эмоций. Да? В чем суть-то коридора затмения? То, что это период такой эмоциональный. Результат наших прошлых действий. Если мы до этого ничего не делали, то, скорее всего, в феврале, ну, может быть, случатся какие-то истории, либо у вас партнер толкнет, сподвигнет на какие-то достижения, тогда да, на какие-то изменения в своей жизни, тогда тоже да. А если вот этого стимула движения нет, тогда, собственно, и гороскоп работать не будет, понимаете, я о чем говорю. В целом, если говорить по февраль, месяц нестабильный. Месяц нестабильный в мировом плане новостных лент. Когда он у нас был стабильный за последние года, давайте реалистично максимально посмотрим, да. Поэтому это все необходимо будет, конечно же, переварить, но, тем не менее, у нас есть и мы обязательно справимся. Мы всегда справлялись, поэтому здесь, в этом феврале, для того, чтобы пойти дальше, нужно ускориться и начинать действовать по-новому. И тогда все будет складываться хорошо. Дорогие, я желаю вам потрясающего месяца. Если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Общий гороскоп я рассказала. Если у вас свой вопрос, оставляйте дату, время, место рождения и ваш вопрос. И я в режиме свободного времени обязательно на февраль отвечу. На связи, не прощаемся и в конце ролика актуальные видео. Пока-пока.